Вы когда-нибудь задумывались о том, что один из главных героев «Властелина колец», Фродо Бэггинс, мог оказаться высокочувствительным интровертом, как и мы с вами? Я вот задумалась, и, вы знаете, я нашла у него несколько признаков высокочувствительных людей, о которых я сегодня хочу вам рассказать. Из всех моих бесчисленных родственников ты был единственным Бэггинсом с характером. Привет, я Настя, я сверхчувствительный интроверт, и на этом канале я рассказываю о том, как интровертам и высокочувствительным людям принять и полюбить себя такими, какие мы есть. Но сегодня у нас не совсем обычная тема видео. Если вы не смотрели «Властелина колец» или не читали и хотите это сделать, то лучше не смотрите это видео, потому что здесь будет много спойлеров, потому что без спойлеров я не смогу полноценно проанализировать поведение всех персонажей. Термин «высокочувствительный человек» появился не так давно, и ввела его американский психолог Элейн Эйрон. Она сама являлась таким высокочувствительным человеком, и также она на протяжении многих лет исследовала эту тему и написала об этом книгу, которая так и называется «Сверхчувствительная натура» или Highly Sensitive Person по-английски. Подробнее о том, какие особенности есть у высокочувствительных людей, я рассказывала в одном из своих предыдущих видео, вот где-то здесь будет на него ссылка. Я думаю, что когда мы будем говорить про Фродо, какие-то из особенностей высокочувствительных людей для вас еще чуть больше приоткроются. Итак, какие признаки высокочувствительных людей есть у Фродо? Он гораздо быстрее, чем другие хоббиты, которые тоже отправились с ним в поход. Он намного быстрее устает. И, конечно, это во многом обусловлено тем, что у него есть вот эта ноша, это кольцо, которое его выматывает, просто энергетически сосет из него вообще все ресурсы. Тем не менее, как будто бы другие хоббиты, сталкиваясь с такими же большими, на самом деле, трудностями, они тоже проходят через множество испытаний, собственно, как и Фродо, как будто бы они более стойко все это переносят, и у них как будто бы на большее хватает сил, чем у Фродо. Сэм фактически очень часто жертвовал своей едой, и практически всю еду он отдал Фродо, который это все съел, все эти эльфийские кексики, лембусы. И даже несмотря на это, у него все равно было меньше энергии, чем у Сэма. Вот как так? А тебе? Нет, я не хочу есть. Сэм постоянно описывает состояние Фродо. Он говорит, что хозяин очень устал, он видит, насколько он морально истощен. Наверное, это кольцо его гнетет. Но я думаю, что не только в кольце здесь дело. У высокочувствительных людей тоже есть такая особенность, что мы гораздо острее переносим голод, то есть в какой-то ситуации, когда ты вовремя не поешь, например, даже не пообедаешь, то ты начинаешь себя чувствовать реально очень плохо, у тебя прям не хватает энергии, ты не можешь ни на чем сосредоточиться. Может быть, кстати, поэтому Фродо так сильно разозлился, когда все их припасы, которые у них оставались, выкинул Голлум и еще свалил это все нагло на Сэма. Отойди! Ты уже не поможешь мне. Вы же не серьезно? Иди домой. И это, кстати, тоже признак высокочувствительного человека, что в моменты голода, нехватки еды, мы иногда даже становимся агрессивными, можем кому-то сказать что-то очень обидное, сделать что-то, о чем мы потом пожалеем. Что, по сути, случилось с Фродо, он так вот поступил с Сэмом, и потом об этом пожалел, конечно же, в этом раскаялся. О, Сэм, прости. Прости меня за все. Но, несмотря на все это, Фродо обладает достаточно высокой эмпатией, на мой взгляд, Опять же, вспомним, как он сильно проникся к Голлуму, и его историей, как он даже испытывал к Голлуму какую-то жалость и сочувствие, хотя тот же Сэм смотрел на этого Голлума и думал... Вы не видите? Он злодей. Высокая эмпатия и это умение сопереживать даже тем людям или существам, которые, казалось бы, этого сочувствия недостойны, это тоже черта высокочувствительных людей. Если сравнить поведение Фродо с тем же Голлумом, можно заметить, что хотя Голлум, казалось бы, пребывал во власти кольца гораздо более долгое время, он какой-то живчик до сих пор остался, у него хватает силы на то, чтобы спорить с самим собой, чтобы не спать, хотя он тоже страдает от голода, и тем более он много лет находился в таких условиях изгнанника, когда у него вообще ничего не было, и тем не менее, как будто бы как-то у него на больше хватало энергии, и он даже размышлял о том, что можно как-то
убить человека, чтобы, да, вернуть себе кольцо. Заметьте, что как раз-таки у Фродо, хотя у него, может быть, и мелькали местами такие тенденции, да, отнять вот это кольцо, гораздо они как будто бы меньше интенсивны, и мне кажется, это как раз-таки потому, что для Фродо все, что связано со злом, жестокостью и насилием, оно абсолютно немыслимо. И даже когда он находился во власти этого жестокого кольца, в котором сосредоточена вот вся квинтэссенция зла до всего мира, он все равно не мог себе такую ситуацию вообразить. В отличие от Голлума, который как бы и начал с того, да, что убил, и потом за это как раз его изгнали. И в отличие от Боромира, да, который тоже хотел завладеть кольцом, и в какой-то момент, да, Фродо пришлось бежать, потому что он пытался отнять это кольцо силой. Не случайно, да, я думаю, Гэндальф выбрал носителем кольца именно Фродо, потому что он видел, что Фродо, в силу того, что он не может помыслить ничего жестокого, ничего плохого, настолько в нем много вот этой светлой энергии, да, что он единственный, кто сможет силе этого кольца таким образом противостоять. Если с ним не справишься ты, не справится никто. Если мы возьмем того же дядю Фродо, да, Бильбо, он тоже гораздо большее количество времени провел во власти кольца. И, конечно же, оно на него тоже повлияло, но, опять же, не до такой степени, как Фродо. То есть он смог дожить до глубокой старости, находясь в Шире, и был бодр и весел. Тут тоже возникают вопросы, как ему это удалось на протяжении столь долгого времени, если вот Фродо как будто бы с кольцом провел мало времени, он даже почти не надевал его, да, на палец, как это делал Бильбо довольно часто. Да, он любил этим заниматься, особенно когда только его нашел. Тут, конечно, вы снова можете со мной поспорить, что Фродо, да, носил кольцо именно в то время, когда вся эта ситуация обострилась, и Саурон набирал силу, и вот он очень активно искал это кольцо. Да, не спорю. Но, тем не менее, вот, когда начинаешь чуть сравнивать поведение персонажей, понимаешь, что, как бы там ни было, то, как Фродо, да, переносил эту ношу, это очень сильно отличается и от Голлума, и от Бильбо. В детстве я воображал, что много путешествую, но все оказалось не таким, как я ожидал. Я не такой, как ты, Бильбо. У высокочувствительных людей есть такая особенность, что, к сожалению, мы больше склонны, да, к депрессии. Мне кажется, похожая ситуация произошла с Фродо, потому что он видел вот этот мрак, из которого как будто бы нет выхода. Он понимал, что они вообще могут не вернуться домой, да, он отдавал себе в этом отчет, что, по сути, это такой акт самопожертвования, да. Это влияло на него гораздо больше, и ему было намного сложнее поддерживать в себе вот эту веру и вот этот оптимизм не всегда обоснованный, который был у Сэма. Потому что Сэм-то, он как раз-таки психически совершенно устойчивый. Даже когда, казалось бы, все вообще плохо и не было никакой надежды, как-то вот он, да, своей силой воли, своей верой в то, что все еще может закончиться хорошо, он эти трудности преодолевал. Вспомните, как Сэм, да, героически, опять же, спасает его и от паучихи, и от троллей, да, когда они захватывают его в плен. Брехня, брехня, это были Урукхаи, это были Урукхаи. Молчите, ребята, это не про вас. А этот за моего папашу! Как потом тот же Сэм, да, тащит его на буквально вот эту вот вершину горы, да, к жерлу вулкана, чтобы Фродо смог уничтожить кольцо, потому что Фродо уже сам идти не в состоянии. Вообще, если читать книгу, да, если вы помните, как именно написана книга, там, когда происходят какие-то вот эти кульминационные события, почти все они описаны глазами именно Сэма, а не Фродо. То есть от лица Фродо мы на самом деле видим очень мало происходящего. И я даже находила высказывание Толкина о том, что как раз-таки он считает Сэма своим главным героем, а вовсе не Фродо, потому что именно Сэм прошел через все вот эти трансформации, да, и именно он в конце полноценно возвращается в Шир, да, и обретает семью. Последние страницы для тебя, Сэм. Я уже говорила, что, возможно, Фродо стал носителем кольца именно потому, что он был таким очень светлым и добрым существом, не мог, да, представить себе ничего плохого, и это подтверждает еще одна ситуация, когда они уже вернулись в Шир после завершения своей миссии. Кстати, этой сцены нет в фильме, к моему большому сожалению, хотя мне кажется, что она очень важная. Когда они возвращаются в Шир, если вы помните, оказывается, что там, в общем, не все хорошо, и никто их не ждет с распростертыми объятиями, и что-то там такое творится, очень странное какая-то, все друг от друга что-то скрывают, шепчутся, и даже их как бы там арестовывают. И потом они выясняют, что за всем этим, да, за всей этой неразберихой, которая там творится, стоит Саруман, которого
Если вы смотрели фильм, да, не читали книгу, то он как будто бы на этой самой башне, в общем, и погиб. Но в книге на самом деле не так. Саруман к тому времени уже утратил почти все свои магические силы, и единственная такая сверхспособность, которая у него осталась, это внушать другим существам, в данном случае хоббитам, то, что он хочет. То есть внушать им определенные мысли и как бы модели поведения. И когда Сэм, Мэри и Пипин, они уже готовы вот вступить в бой с Саруманом, да, и его как бы соратниками, которые образовались за это время в Шире, то Фродо им говорит: нет, мы не должны убивать Сарумана. И когда уже там как бы наступает такой решительный момент, когда вот уже все, они вроде бы победили, остался только Саруман и вот этот гнилоуст, они говорят: ну давай уже как бы мы его ликвидируем, что делать нам остается, чтобы он больше не творил никаких бед. Фродо говорит: нет, мы не будем этого делать, потому что мы как бы кровь ничья магическая не должна проливаться в Шире. И заметьте, что на протяжении всего романа, да, он практически ни разу не участвует в битвах. Опять же, для меня это показатель высокочувствительного человека, потому что для таких людей очень сложно вообще переживать такой, да, опыт травматичный. Сэм! Как ты смеешь? Перестань, Сэм! Я убью его! Сэм, нет! Еще один важный момент, да, о котором стоит сказать, что когда уже их путешествие, казалось бы, закончилось, да, и тот же Сэм, и Мэри, и Пипин, вернувшись из него, зажили в целом счастливой, хорошей жизнью, то Фродо не смог с этим справиться, я считаю, да, то есть вот эти душевные раны, они по-прежнему его терзали, и ему было очень морально плохо, и он мало с кем мог этим поделиться. И опять же, мне кажется, потому что все, что произошло, намного сильнее повлияло на него, да, чем на всех остальных. Хотя он на протяжении нескольких лет, да, пытался справиться с этой очевидной психологической травмой, которую он получил за все это время, у него не получилось, к сожалению. И единственным выходом для него стало отправиться в Элинор вместе с Гэндальфом, эльфами и, конечно же, его любимым дядей Бильбо Бэггинсом. Если вам понравилось это видео и было интересно посмотреть, почему у Фродо есть признаки высокочувствительных людей, обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно. И я откопаю каких-нибудь еще известных персонажей, которых тоже можно назвать сверхчувствительными. До встречи в моих новых видео. Всех обнимаю. Всем добра.